Итак, мы продолжаем наш разговор о различных ментальных факторах. And we've seen that there are 10 which are functioning all the time. 10 из них мы определили как группу функционирующих постоянно, то есть соприсутствующих в каждом ментальном действии. Which help the mental activity to actually function. Они помогают всякой ментальной активности случаться, да, сопутствуют ей. And we don't want to get rid of them. In fact, we can't get rid of them. И от них-то мы как раз избавляться и не хотим, да и захотели бы, не смогли бы. Without destroying mental activity itself. Без разрушения ментальной активности как таковой. But there are other mental factors that we do want to try to get rid of. Но существуют ментальные факторы, от которых мы хотим и должны избавляться на пути. And we want to get rid of them forever, so that they never recur. И избавиться от них мы хотим навсегда, чтобы они более не возвращались. And some of them, as I mentioned, occur all the time. Некоторые из них, как я упоминал, происходят всегда. And some occur only sometimes. А некоторые лишь иногда. So the one that occurs all the time is our unawareness. Из них те, которые присутствуют всегда, это в частности наша неосознанность, да, ну или неведение. And here we're talking specifically about the unawareness of how everything exists. Persons, ourselves, others, and all phenomena. Здесь мы специфически должны упомянуть, что говорим о том видении осведомленности или неведения, которое касается способа существования как нас самих, так и других одушевленных и неодушевленных объектов. We simply don't know, or we know in a inverted or opposite way from the way that it actually Либо мы просто не знаем, exists. как они и мы существуют, либо мы знаем это неким извращенным, совершенно искаженным образом, так сказать, активно, неверно знаем. And although correct discriminating awareness of voidness will replace this incorrect understanding, и также мы упомянули, что хотя прямое постижение пустотности и устраняет, ибо оно прямой оппонент и несовместимо с таким неведением, устраняет его в одном моменте восприятия. And in this sense, it's an opponent to this unawareness or ignorance. Прямой оппонент или противодействующий его фактор. Nevertheless, there has to be more force behind that mental activity in order for that discriminating awareness of voidness to act as an obliterating opponent, to achieve a true stopping of this unawareness. У этого различающего осознавания, постигающего пустотность, должно быть, помимо самого факта его наличия, некая эффективность или сила сверх того, которая позволила бы ему стать искореняющим фактором, который устранил бы навсегда это неведение и привел бы нас к желанному истинному пресечению. Otherwise, a professor, not Buddhist or anything, could get a correct understanding and would become enlightened, but that's not the case. В противном случае, как мы говорили, некий профессор условный, да, научный работник посредством чтения и изучения каких-то материалов, не являясь буддистом, не практикуя путь, может дойти своим размышлением до верного понимания пустотности, и этим тогда, получается, он искоренил бы причину страдания и стал бы просветленным Буддой, что, в общем-то, невозможно. First, we need conviction in the natural purity of mental activity. Изначально нам необходимо иметь уверенность в чистоте ментальной активности. And conviction in the possibility to gain true stoppings of unawareness. We have to believe that it's possible. И верить, так сказать, быть уверенным в том, что это возможно вообще достичь полного пресечения, соответственно, устранив все омрачающее. And not just believe it because somebody said that, but really understand that it is possible. И не просто верить, потому что кто-то об этом сказал, но понимать, как это и почему возможно. And this comes from a detailed type of meditation that we do, known as the 4 placements of close mindfulness. И это проистекает понимание из медитации, которая известна как 4 близких помещения внимания, как пометование. So this is focusing on the body, это фокусировка на теле, the feelings, чувствах,
mental activity or mind, ментальной активности или уме, and mental factors, specifically discriminating awareness. и ментальных факторах, а конкретно на различающем осознавании из них. And focusing on them in terms of the Four Noble Truths. И фокусировка на них в контексте 4 благородных истин. And for each noble truth, there are 4 aspects. И каждая благородная истина имеет 4 аспекта. This is one of the major meditations that we do. И это одна из таких основных, самых объемных медитаций, которую мы выполняем. To understand that the body, our bodies, are in the nature of true suffering. Понимание того, что тело наше по природе своей страдания, истинное страдание. That the feelings of happy and unhappy bring on the true causes of suffering. Что чувства счастья, несчастья, радости, удовольствия и страдания, они приносят с собой что они являются истинными причинами страдания. Because of our clinging and incorrect ideas about these feelings, they activate the karma for uncontrollably recurring rebirth. В силу нашего цепляния и различных ложных концепций и идей относительно этих переживаний мы порождаем карму, которая в свою очередь ведет к новым страданиям и к циклическим рождениям в сансаре. As described with the 12 links of dependent arising. Как это описывается в изложении 12 звеньев взаимозависимого происхождения. And then meditating on the mental activity as being in the nature of true stoppings. In other words, you could get a true stopping in terms of the nature of the mind. И затем медитация на ментальной активности, как на истинном пресечении. Иными словами, то, что природа ума позволяет нам достичь этого истинного пресечения. And then understanding meditating on discriminating awareness as being true pathway mind, what will actually bring about the true stoppings. И затем идет медитация на различающем осознавании, как на том истинном пути, который позволяет нам прийти к истинному пресечению. So, these are very complicated, difficult meditations. Такая вот сложная медитация, довольно детальная. Require quite a lot of background. Требует массы, так сказать, знаний в багаже. And I have on my website a weekend seminar that I taught about this, but it's not yet translated into Russian. It's in English, but eventually it will be translated. У меня на сайте в архиве имеется запись семинаров выходного дня, где эта тема как раз детально разбиралась. Она пока еще не переведена на русский, только на английском, но вы можете на английском изучать, и на русский она переводится, то есть будет переведена. But in any case, we need to really be convinced that the nature, this intrinsic nature that we've been talking about, is not permanently stained by this unawareness. That unawareness is not part of it. And it's possible to get rid of it. So you have to be convinced logically that that is possible. Так или иначе, нам нужно достичь уверенности, убежденности, логически убедиться в том, что вот эта истинная сущностная природа, функциональная природа, о которой мы говорили, она не загрязнена сама по себе, то есть в ней не присутствует имманентно это неведение или это не знание, о котором мы говорили, и, соответственно, чистота от него имеется и возможно. Мы должны в этом убедиться. Then we need inspiration. Затем нам нужно также вдохновение. Inspiration gained from firm conviction in the good qualities of one's spiritual teachers. Это вдохновение, которое обретается из убежденности, с первого фактора, убежденности в благих качествах нашего духовного наставника. And inspiration from conviction in the good qualities of the exceptional deities like Manjushri, associated with developing discriminating awareness of voidness. И затем это вдохновение, которое проистекает из убежденности, опять же, conviction, в благих качествах, достоинствах и исключительных характеристиках божеств, связанных с развитием, культивацией такого различающего знания пустотности, таких как Манджушри, например. In other words, we have to understand what are the Buddha nature factors that will make it possible to attain liberation and enlightenment. Иными словами, мы должны понимать, что это такие за качества Будды природы, природы Будды, которые позволят нам, если мы разовьем их в полной мере, достичь состояния просветления. There are three basic factors. There are more, but there are three.
We don't really have time to go into great detail about all of this. Их много, но основных три. Поскольку время нам не позволяет все их осветить здесь, мы три рассмотрим. We have the so-called two collections, the network of positive force and the network of deep awareness. I call them. То, что именуется двумя накоплениями. Я их предпочитаю переводить как накопление или собирание благой энергии, да, positive force. И второе это The network of deep awareness. Это сеть или накопление глубокого осознавания. Usually they translate it as collection, but collection sounds like a collection of stamps. We're not talking about something like that. Обычно их переводят как collections, да, коллекции, да, ну я говорю накопление. Накопление, термин collections для меня звучит как коллекция марок, поэтому я его не предпочитаю. And merit isn't like, points, and if you get enough points, you win. А благая заслуга, обычно это переводится, накопление заслуги, накопление мудрости. Да? Накопление заслуги, здесь меня коробит немножко заслуга, это как некие там галочки, да, которые мы где-то там проставляем, получаем бонусы себе, да, и вот это копим в копилку. But we're building up a strong force, and that force is a very positive force. Что мы накапливаем или выстраиваем? Мы выстраиваем некую силу, энергию позитивного свойства. From acting in a it's not quite energy either. It's but let's not get into this whole discussion. Но это и не энергия в прямом смысле этого слова, поэтому я опять же использую это как эвфемизм, но не будем углубляться в эту дискуссию. But in any case, from acting in a constructive way. Так или иначе, это некое действие подобной энергии в конструктивном ключе. And deep awareness is from focusing on these 16 aspects of the Four Noble Truths. Глубокое осознавание – это то, что мы обретаем посредством фокусировки, концентрации на этих 16 аспектах истины, которых только что обозначили. So these are the major Buddha nature factors. Вот это такие основополагающие факторы природы Будды. And also the fact that the mental continuum can be inspired, it can be uplifted. И факт, что ментальный поток, наш ментальный континуум также может быть как бы воодушевлен, приподнят, да, подобными вещами. Now, these two networks will only normally contribute to improving samsara. В обыкновенной ситуации эти два вида накоплений, два вида действий, они способны улучшить сансарную ситуацию. So, the only way that they will contribute toward liberation and enlightenment is if it has the force of proper motivation. И лишь наличие подлинной мотивации, верной мотивации способно сделать их факторами, которые продвигают нас в сторону освобождения и просветления. So for attaining liberation, we have to have what's called renunciation. Для достижения освобождения нам необходимо то, что известно как отречение. Which is the determination to be free. Это решимость освободиться. To be free of uncontrollably recurring rebirth. In other words, free of samsara. От сансары, или иными словами, от неконтролируемых рождений. Which goes back to the first factor that we said you have to be convinced that it's possible. Это нас откатывает обратно к первому фактору. Необходимо быть прежде всего убежденным. And to attain enlightenment, you need bodhicitta. А для достижения просветления необходим такой фактор, как бодхичитта. Which is aimed at our own individual enlightenment. Направленный на достижение нами индивидуального просветления. Which have not yet happened. Которое еще не произошло. But which can happen on the basis of these Buddha nature factors. Но может произойти, основываясь на вот этих вот факторах нашей Будды природы. And that's accompanied by love and compassion, the intention to attain this, and out of love and compassion to help everybody by means of this attainment. И это сопровождается любовью и состраданием ко всем живым существам, которые делают это достижение в итоге возможным. And both that, so for attaining enlightenment, you need both, that determination to be free and bodhicitta. И вам нужно и отречение, и бодхичитта. Оба этих фактора необходимы для достижения просветления. And both of these have to be unlabored. И они должны быть unlabored, невымученными, да, такими естественными, спонтанными.
which means that we don't. You see, normally when we're working with these, you have to build up to these state of minds. Обыкновенно, когда мы работаем с ними на пути, мы как-то себя подводим, да, мы себя доводим до выработки этих состояний. By going through lines of reasoning, like everybody has been our mother in previous lifetimes, and they've been so kind to us, etc., etc. Как-то вырабатываем их, вымучиваем, да, своего рода практикой, когда мы ведем себя через какие-то цепочки логических умозаключений, что вот все были нашими матерями, а вот как они нас любили, а как мы должны с ними, и так мы себя подводим к этим эмоциям. When we have gained so much familiarity with this, that we no longer have to go through all those stages, but just automatically, without any effort, we automatically have that state of mind. That's called unlabored state of mind. So either the determination to be free or both that and bodhicitta. И бодхичитта, и отречение, или они по отдельности, и то, и другое переходят в разряд таких спонтанных или естественных состояний, когда мы настолько преуспели в практике их такого насильственного порождения, да, ну или вымученного искусственного порождения в потоке своего сознания, что в любое желание мы настолько с ними знакомы и близки стали они нашей второй природы, что по мановению, так сказать, руки мы можем в любой момент их порождать без усилий и вот пребывать в этом состоянии ума. So then we always have these two unlabored states as our intention and as our dedication at the end. И тогда мы всегда имеем два эти состояния в их естественной, такой спонтанной, натуральной форме, не вымученной, в качестве нашего намерения, и также мы используем их в качестве завершающего аспекта практики, а именно посвящения. With conviction that it's possible to attain liberation and enlightenment based on understanding the natural purity of the mind, of mental activity. Уверенностью, да, это certainty, с уверенностью в том, что возможно достичь освобождения и просветления, основываясь на чистой природе, на знании, на понимании чистой природы нашего ума. And another Buddha nature factor is that the mind, the mental activity can be inspired, it can be uplifted, stimulated to what should we say? To improve, to get rid of, to increase the positive aspects and get rid of the negative ones. И другим аспектом понимания нашей Будды природы является то, что благие качества могут усиливаться, быть усиленными. То есть, если мы намеренно культивируем их, мы позволяем им набирать силу, и, соответственно, они устраняют противоположные им негативные состояния ума, и, соответственно, возможна такая вот сознательная селекция, усиление чего-то с вытеснением другого. We gain that inspiration from conviction of the good qualities of our teachers, which are very inspiring, and the good qualities of these figures, like Manjushri. Итак, мы черпаем вдохновение из размышлений о вдохновляющих, восхитительных качествах нашего учителя, нашего гуру и тех божеств, которые являются символами просветления, таких как Манджушри. So, that still is not enough. И однако и этого по-прежнему недостаточно. In addition, we need that focusing on voidness with this force of mind, behind it, to be a state of shamatha. Фокусировка на пустотности должна протекать в контексте развитого состояния шаматхи. So shamatha is a stilled and settled state of mind. Шаматха — это такое дистиллированное, как сказать, очищенное, совершенно и стабилизированное состояние ума, успокоенное. So it is stilled or quieted of all flightiness of mind, mental wandering, and mental dullness. Она успокоена в смысле совершенной ясности и лишенности каких-либо препятствий, тревожащих в виде возбуждений каких-то и флуктуаций сознания или его притупленности, неясности, какой-то сонливости. And it's settled on an object. И оно успокоенно пребывает, направлено на объекте, никак от него не отвлекаясь, не ускользая. But as we have seen, when we talk about mental activity, it is involved with not only giving rise to a mental hologram, but also a cognitive engagement with it. Когда мы говорили о ментальной активности, то упоминали, что она касается не только вот этого возникновения, восхождения этой голограммы, да, этого образа, но также и с каким-то когнитивным вовлечением в него.
So, the hologram here is voidness. Голограмма здесь у нас пустотность, в данном случае, этой медитации, in terms of what represents that. И в смысле того, что ее представляет. But it also needs to have an understanding. That's the way in which the mental activity engages with the object. Но ментальная активность должна как-то вовлечься в эту голограмму, и вовлечением, способом вовлечения здесь является некое понимание. So we're focusing on no such thing as impossible ways of existing. So let's just call that true existence, truly established existence. И мы фокусируемся на несуществовании, на отсутствии в принципе такой вещи, как невозможный способ бытия или какое-то истинное самобытие. Вот это вот наш ментальный акт в данный момент. So basically, just an absence appears. А поэтому просто некое отсутствие воспринимается, да, No в качестве образа. Отсутствие вот такой вещи в принципе. But it's not a nothing that is appearing. Но это не ничто, что возникает в образе, да? We understand what that nothing is. Мы понимаем, что это отсутствие означает. You know, nothing looks like it's described like the sky, clear sky, when there's no sunlight, moonlight, and no absolute darkness. Описывается как... Sorry, what described like that? What appears when you focus on voidness. То, что является нам, когда мы фокусируемся на пустотности, описывается как совершенно чистые ясные небеса, в которых в равной степени отсутствует свет солнца, луны, но и тьма. So you have to understand, Вы должны even though this is what is appearing, it's not nothing. Вы должны понимать, что хотя это и вот так является, но это не ничто. But it is with an understanding that that is no such thing, or an absence, a total absence of truly established existence. Что это есть отсутствие истинного самобытия. Right? And I mean, we don't have to get into all the details of how you meditate on voidness. I think I've described that here last time when I was here. Мы, наверное, не будем вдаваться в детали, как мы медитируем на пустотности. Этому был посвящен, кажется, предыдущий мой приезд сюда и семинар. So, with shamatha, you have the general understanding of voidness. Шаматха позволяет нам иметь такое общее понимание пустотности. So, perfect concentration. Совершенная концентрация ума. And an exhilarating feeling of body and mind. И такое усиленное, явственное чувство тела и ума, ощущение тела и ума. Shamatha has that in addition to perfect concentration. Это дополнительные бонусы шаматхи, да, которые прилагаются к совершенной концентрации, которую она дает. This incredible sense of fitness that the concentration can stay here for as long as you want. И такое вот исключительное ощущение фитнеса, как ментального, да, такой живости, как ментальной, так и телесной, дающих нам ощущение, что мы можем пребывать неотрывно на объекте, избранном столько, сколько пожелаем. Shamatha by itself is not enough. Шаматха сама по себе недостаточно. Shamatha is just a container. Шаматха это просто некий сосуд, да, вместилище. And within that container you need to have now vipassana. И в этот контейнер необходимо поместить випашшану. Which is an exceptionally perceptive state of mind. Это исключительно восприимчивое состояние ума. And the actual state of vipassana is a joined state of shamatha and vipassana. И на самом деле настоящая випашшана, к которой мы стремимся, это сочлененное, такое совмещенное состояние шаматхи и випашшаны. So, Союз. Vipassana on voidness. А випашшана на пустотности. What you are perceiving, exceptionally perceptive, are all the details. Что вы исключительно ясно и четко воспринимаете, это все детали, нюансы. All the details of voidness. Все детали пустотности. So that means voidness from the point of view of causes, voidness in terms of the point of view of effects, voidness in terms of the person, the three spheres. There's many different aspects of voidness. Все аспекты или грани пустотности, которых великое множество. Пустотность с точки зрения причинности, пустотность с точки зрения результатов, пустотность с точки зрения трех сфер бытия и прочего, и прочего, и прочего. К ней можно подойти по-разному, под разными углами. And you don't have to go through all those lines of reasoning either. You've got it, unlabored. Вам не надо подходить к ней через все эти аспекты, да, вы пришли к ней, вы поняли, она у вас не вымученная, уже естественная. And it's with shamatha, so there's no mental talking about it either.
И это посредством шаматхи достигнуто, поэтому нет какой-то ментальной болтовни, этого внутреннего диалога по поводу происходящего постоянно. But you just focused single-pointedly on voidness and are aware and understand all the details. Вы просто фокусируетесь единонаправленно и неотрывно на пустотности и одномоментно познаете все эти ее различные аспекты и нюансы. With that force of mind being held by that unlabored determination to be free, bodhicitta, conviction that it's possible to get rid of all these, what should we say, these stains, this unawareness. И с убежденностью в том, что просветление возможно в силу того-то, того-то и того-то, силой вот такого вот единонаправленного ума, который есть союз шаматхи или пашвины, плюс с добавленной силой бодхичитты и отречения, которые изначально были заложены в качестве мотивации. And in addition, it has to be non-conceptual. И плюс это постижение не концептуально, то есть прямое и неопосредованное. Which means not through some category of voidness. Что означает, что оно происходит не через посредство какой-то категории пустотности, да? Which would make voidness seem like some sort of thing. Которая сделает пустотность вот эту, да, наш объект некой вещью, подобием некой вещи, да, овеществитель как-то. And in order to be able to get to that, и вот чтобы к этому моменту прийти, к этому состоянию, that positive force and deep awareness that we've been building up, вот эта позитивная сила и глубинное осознавание, да, вот эти два накопления, о которых мы говорили и копили, has to be what's called one countless eon of that. So a zillion eons, it's the largest possible number. Должны зашкаливать, попросту говоря, да, или как в текстах переводится, там, собираться в течение одного бесчисленного иона, каких-то зиллионов, там, мега-кальп и прочего, да, накапливаться и which is a huge amount of positive force. По-простому говорится много, да, много позитивной энергии должно быть. How long it takes us to build it up, well, that's hard to say. Сколько нам потребуется на то, чтобы это накопить, ну, сложно сказать. But just think of this in terms of an enormous, unbelievably large amount of positive force built up by all our constructive actions and all our meditation done with this state of mind and this, at least with this unlabored bodhicitta and determination to be free. Просто думайте, что это невероятно огромное какое-то количество благой энергии и глубинного прозрения, которое мы должны посредством медитации вот это вот невероятно долгое время накапливать. И помните, что это не то, что мы можем накапливать сейчас, а то, что мы можем накапливать, когда в нас присутствует уже вот это вот невымученное, естественное, спонтанное бодхичитта и все остальное, что полагается. До них надо сначала, а потом с ними вот это все накапливать. Вот тогда это будет как бы квалифицированное, собственно, накопление достаточное для. That's what we need in order to get that non-conceptual cognition of voidness with shamatha, vipassana, unlabored bodhicitta, etc., etc. Это вот то, что нам надо только для достижения неконцептуального переживания или прямого непосредственного видения пустотности в союзе шаматхи и випашшаны. Вот это все. So that strength of mind is strong enough to overcome that unawareness. Чтобы ум был достаточно силен, чтобы вот эта сила его, энергия смогла преодолеть overcome the unawareness. Преодолеть вот эту tendency of that unawareness. Преодолеть тенденцию или инерцию этого неведения. And that's not enough. И этого опять же недостаточно. That will only achieve a true stopping of the doctrinally based doctrinally based unawareness. И опять же этого недостаточно. Почему? Потому что это все способно истинно пресечь лишь доктринальную форму, индоктринированную форму неведения. Which comes from, thinking something really weird, something that is distorted based on having been taught it by and believed in it from some specifically a non-Buddhist Indian system, like Atman. Believe in an Atman. Простыми словами, вот это a solid soul. Индоктринированная форма неведения означает не то, что в нас изначально и по умолчанию, так сказать,
дефолтное какое-то, да, неведение, а неведение, которое индоктринировано, то есть привнесено какими-то философскими системами извне. Мы что-то где-то услышали, выучили, приняли, поверили. Да? Ну, конкретно в данных текстах буддийских говорится о каких-то индуистских философских воззрениях, которые были услышаны и приняты на веру и как руководство к действию, а именно вера в атман, да, некое там самосущее я. And then you need a second zillion eons of this positive force continuing more and more over and over again until you achieve a true stopping of the automatically arising unawareness. So it takes double that amount of this positive force, this enlightenment building positive force to achieve that true stop. И затем вам надо еще больше этих вот, в 2 раза больше этих зиллионов, да, мега-эонов кальп там или чего-то, опять же работая в таком же ключе со всеми этими сопутствующими факторами бодхичитты и отречения, работая в медитации на постижении пустотности, прямого и неопосредованного, чтобы избавиться от второго, гораздо более, так сказать, тонкого и сложно устранимого аспекта неведения, а именно спонтанно возникшего, или естественно возникшего, да, совозникшего неведения, которое не индоктринировано, а присутствовало в нас изначально, чтобы прийти к конечной цели полного просветления. То мы говорили об освобождении. Then we've achieved liberation. We've become an arhat. Нет, извините. При этом мы достигаем освобождения, то есть становимся архатом, победившим врага. We've attained liberation from uncontrollably recurring rebirths, from samsara. И обретаем свободу от таких подневольных рождений в сансаре. But we're not yet enlightened. Но мы еще не просветлены. So we have to go further. Нам нужно продолжать. Because the mental activity still gives rise to an appearance, a mental hologram of some impossible way of existing. It's just that we don't believe it anymore. We don't believe that it corresponds to reality. Потому что ментальная активность продолжает выдавать нам голограммы какого-то истинного самобытия. Мы больше не покупаемся на них, да, мы не верим им, они нас не обманывают, но тем не менее их возникновение, порождение происходит. So then we need a third zillion eons of this positive force. More meditation on voidness in order to achieve a true stopping of the arising of that mental hologram. И нам нужен новый вот этот вот сет из этих зиллионов ионов для того, чтобы в медитации на истинной природе, на пустотности достичь состояния освобождения уже от самого возникновения этих голограмм. That's the real challenge. Вот, но это, безусловно, должно как-то у нас уложиться. Это работает, если мы подумаем об этом. Because, of course, everything is interconnected. It doesn't, that negative force and the positive force don't exist isolated. Все, конечно, взаимосвязано в мире, и не негативная, не вот эта позитивная энергия, силы, потенциалы не существуют сами по себе без контакта с другой реальностью, инкапсулированные какие-то, опять же, пластиковые коконы, да, они взаимодействуют, влияют друг на друга. Then we can start to understand a little bit that in order to counter something that's been building up with no beginning, this force of our unawareness. И затем мы начинаем понимать, что для работы с тем, что накапливалось с безначальных времен, нам необходимо набрать какой-то невероятный объем позитивной энергии, противодействующей ей, потому что мы вот только начали ее собирать, да, соответственно. We have, a network of positive force, but that's samsaric building with no beginning. У нас есть какие-то собрания благой кармы, да, благого потенциала, энергии, безусловно, но все они были направлены до сей поры лишь на построение каких-то сансарных благ. We can prove that. Это можно доказать легко. What ripens from positive force? Что является созреванием благой силы такой? Happiness. Счастье. If we have ever experienced happiness, that is because we have some positive force. Если мы когда-либо в жизни испытывали счастье, радовались, значит, этому предшествовало или причиной этого была некая благая энергия. So we have always had up and down, sometimes happy, sometimes unhappy. В жизни у нас we have some positive force, we have negative force. В жизни у нас всегда ситуация идет, так сказать, по извилистой линии взлета и падения, да, то есть иногда мы радуемся, счастливы, иногда переживаем несчастно. But the positive force just builds up
if it's mixed with unawareness, with ignorance, just builds up a more pleasant samsaric happiness. Соответственно, у нас есть накопление и благой, и неблагой энергии или потенциала. Да? Но все благое, что мы накапливаем, идет лишь вот в копилку этого улучшения нашей сансарной ситуации, чтобы мы испытывали больше радости, чем страдания. So it's only when we have this unlabored bodhicitta, unlabored determination to be free, that it will be liberation building network, or that's with the determination to be free, or an enlightenment building network. That's also with the unlabored bodhicitta. И это накопление станет работать, так сказать, в копилку или идти на счет достижения конечной цели, освобождения или просветления, лишь в случае наличия соответствующих мотиваций для всех наших действий, а именно подлинной спонтанной бодхичитты для просветления, либо подлинного спонтанного отречения, ума отречения от сансары для достижения освобождения. Без них это все на сансаре. And we can only develop that determination and that bodhicitta if we're convinced that it's possible to achieve liberation and enlightenment, which means to be convinced of the natural purity of the mind. А решимость освобождения или просветления, основываясь на качествах природы нашего ума. And that can only happen if it's possible that the mental continuum can be stimulated to grow. It can be uplifted. That comes from inspiration. Inspiration from what? From the spiritual teachers, from Manjushri and so on. А это возможно лишь при том Be условии, uplifted from this samsaric building state to an enlightenment building state. а это возможно лишь при условии, что поток нашего ума может быть вдохновлен, да, приподнят как бы из этого операционного способа действия по построению более удачной сансары, более комфортной сансары к построению освобождения или просветления соответственно. То есть, что благие качества его можно вдохновить и как-то накачать и усилить посредством практики, посредством вдохновения от чего? От фигуры учителя, как мы здесь упоминали, и от божеств, которые являются воплощениями просветленных качеств. And if we can't concentrate with that discriminating awareness, if we only have it for a couple seconds and then our mind is wandering, that's not going to help. Но если мы не можем концентрироваться с помощью этого различающего осознавания и способны лишь пару секунд на нем пребывать и тотчас улетаем куда-то, да, то в этом мало будет толку. And if we just have a general idea, that's not enough. We have to understand all the details, all the reasons why, impossible ways of existing don't correspond to reality. И если у нас есть какая-то лишь... Why it's impossible. Если лишь какая-то общая идея, это также не сработает. Нам нужно знать конкретно все в деталях и в нюансах, какие именно невозможные способы бытия невозможны, почему они невозможны, какие возможны и так далее. And it has to be non-conceptual. It can't be, if we put it in simple language, through some idea of what voidness is, even if that idea is correct. Not through some idea, through the actual, we have to cognize the actual thing. И это не должно быть концептуальным пониманием, как мы уже говорили, это должно быть прямое, неопосредованное восприятие. Потому что если мы наплодим каких-то идей относительно того, какова пустотность или каково истинное состояние реальности, да, даже если идеи эти будут корректными, верными, это не приведет нас к окончательному пресечению. So these points are the real things to meditate on. И вот эти моменты... Try to put it together, to try to understand. Эти моменты являются как раз теми моментами, темами ключевыми, над которыми нам надо медитировать, размышлять, с которыми работать. Then, although it's going to take an awful long time, an awful long effort to attain liberation and enlightenment, we have some realistic idea about it. И хотя это действительно займет массу времени и потребует массы усилий для того, чтобы достичь освобождения и просветления, но мы понимаем, что это реалистичная цель. We're convinced that it is possible to attain these goals. Мы убеждены, что достижимы эти цели. That I am capable of attaining it because I have these Buddha nature factors. Что я способен их достичь, потому что я обладаю природой Будды и всеми сопутствующими ее характеристиками. And it's going to require an awful lot of work. I'm prepared to do that. И это потребует от меня массы усилий и работы, но я готов ее проделать. Why? Because my own suffering is unbearable. I'm really determined to get out of it. It's really boring.
Почему? Потому что мое собственное страдание мне уже надоело, оно невыносимо, я уж точно хочу, утомило оно меня, я хочу от него избавиться. And the suffering of everybody else is absolutely unbearable as well. И страдания других живых существ также невыносимы, и нельзя с ними дольше мириться. So it's this whole package that we have to develop. И вот этот весь вот этот набор нам необходимо держать в фокусе и развивать. And it all is conducive in working with mental activity. That's all that's happening is mental activity. И он весь есть, по сути, то, что сопутствует и входит в ментальную активность. Он весь и есть ментальная активность. Rising of a mental hologram. Возникновение ментальной голограммы. In this case, voidness. Пустотность в данном контексте. And the engagement with that mental hologram is with all this huge amount of factors that I've just described. И вовлечение в него, да, познание его, вот этой огромной совокупностью очень специфических, отточенных каких-то ментальных факторов, которые я только что детально описывал. And all those 10 mental factors that we mentioned before are there. They're part of the whole package. И все те 10 всегда присутствующих ментальных факторов, которые мы упоминали ранее, они здесь, они соприсутствуют здесь, они часть вот этого пакета, этого набора. So rather than getting discouraged because it's so difficult, you get encouraged because it's possible. That's why this inspiration is so important. И вместо того, чтобы опускать руки, так сказать, и выдыхать от того, насколько это сложно и невозможно, мы должны, наоборот, вдохновляться, воодушевляться на эту деятельность. И именно поэтому там важно так прописан этот фактор, ментальный фактор inspiration, вдохновение, которое мы черпаем. So, that was an awful lot, what I just explained. Да, много чего я наговорил тут. So, let's take a moment to try to digest that. Давайте немножечко попробуем переварить это, усвоить. We need conviction. Убеждение. We need inspiration. Вдохновение. We need this renunciation and bodhicitta. Отречение бодхичитта. We need shamatha. Шаматха. We need vipassana. Випашьяна. We need it to be non-conceptual. Неконцептуальное. And we have to build up this positive force for 3 zillion eons. Накопление благого потенциала эти 3 зиллиона лет или эпох, да, огромное количество. And that deep awareness, and we're continuing to meditate. И глубинное осознавание. То есть мы продолжаем эти 3 зиллиона эонов медитировать в этом неконцептуальном осознавании, в глубинном осознавании. The whole package and all of those factors network together, work together. И вот полный пакет, такое полное собрание этих факторов должны работать в совокупности. So when the discriminating awareness is with that, then it can obliterate И вот когда unawareness and its tendencies and habits. Otherwise, it won't be able to do that. И когда различающее осознавание наше упаковано, да, вот этими всеми квалифицирующими, сопутствующими факторами, тогда оно становится тем искореняющим, которое способно искоренить и индоктринированную, и вместе рожденную, и затем уже сам факт. Otherwise, it just alternates. Now I know, now I don't know. Stop thinking about it, then I don't know it. That's just an opponent. Will temporarily replace unawareness, but not get rid of it forever. А иначе это все не искореняющий оппонент, да, который устраняет навсегда, а лишь временно устраняющий, который при наличии его в потоке сознания вытесняет неведение и присутствует там. Как только он уходит, оно занимает свое место. То есть эта ситуация будет тогда такой пересменки у них постоянно. And even if your understanding is just that I really need a very powerful state of mind with that correct understanding, that's the start of understanding. You can't expect to understand all the details and keep all those mindfulness. Hold it in your mind and not let go all the details at once. That's very difficult to do instantly. Наивно ожидать, so you get a general idea, then more and more detail. Наивно ожидать, что вы изначально сразу получите всю эту картину в деталях, в нюансах и будете удерживать ее посредством памятования. Конечно же, это тяжело и сложно, но можно начать с такого понимания.
And it is possible the mental activity can be uplifted. И возможно вдохновить, приподнять ментальный наш континуум. Drink enough caffeine and, your attention and your concentration, it's lifted. With your energy. Попробуйте выпить кофе крепкого, да, и вы увидите, как ваше, так сказать, ум, тело, все это возбудится, да, и обострится восприятие. So we know that that's possible. То есть мы знаем, что теоретически это все работает, возможно, да? But you don't want to rely on a substance that then you become dependent on, and without that substance you can't concentrate, so you become addicted to coffee. Но нам не следует полагаться на какие-то внешние психоактивные субстанции, как кофе, потому что это ведет к субстанциональной зависимости, и мы станем кофеманами, да, и, соответственно, уже не сможем без кофе обострять восприятие. We want to be able to generate that just, from the mind itself. Мы хотим генерировать подобные состояния, сделать их эндогенными, да, из ума, изнутри. But it indicates to us that it is possible to rise above our normal dull state. Но это хотя бы демонстрирует нам явственно, что мы можем как-то воспарить, приподняться над нашим обычным притупленным таким летаргичным состоянием. Drink some water to raise me above that state. What? I'm back. No. Kerosene. In India, they give it to children to stop Stop them crying. To stop when they wet their bed at night. In TCV, in upper TCV, they give them kerosene, warm kerosene, to stop them peeing at night. Really, it's amazing. Tibetan medicine, yeah. Irrelevant. So, before we take our short break, do you have any questions? Давайте перед тем, как мы сделаем перерывчик, небольшой вопросик. Есть ли у вас? Yes. В Москву 7 июня приезжал Ганден Ринпоче, и он сказал, что есть три уровня ментальной активности, которые проявляются в учении. То есть сначала мы слушаем, либо читаем, потом размышляем, потом аналитическая медитация. Потом я побывал в Капане, и там Виша сказал, что аналитической медитацией можно также назвать, когда мы просто говорим, соответственно, об этих вещах. Вот у меня путаница, то есть чем различается размышление от аналитической медитации. First he said Samdong Rinpoche was here in June and he gave teaching. Samdong Rinpoche. And one thing he heard that our mental activity is expressed through three types: Tösam Gomsum, yeah, so this listening, hearing, contemplating, and meditating. And then also he went to Kapan course, and then he said at the Geshe's teaching there that we can perform analytical meditation by just talking about something, by just discussing something. That also makes an analytical meditation. So it confuses him now. What is, strictly speaking, an analytical meditation? Just some part of the Tösam Gomsum, or also any talking? Okay. Hearing, thinking, and meditating, you have three different types of discriminating awareness. Слушание, размышление, медитация, в каждом у нас присутствует определенное, это является каждый из них определенным способом различающего осознавания. The discriminating awareness that comes from listening is that, remember, the definition of discriminating awareness, it adds certainty to distinguishing. Помните определение вообще какое различающего осознавания? It's certainty? To distinguishing. Это определенность в различении. Так оно определяет. Remember, nothing was written down originally. Вы помните, что изначально ведь ничего не записывалось, да? So you had to listen. Надо было все слушать. And so now you have to be certain that what I heard was correct. И вы должны быть убеждены в том, что то, что услышали, корректно, истинно. That the words were correct and I heard them correctly. Что слова были произнесены верно, что я их верно расслышал. So then that's the discriminating awareness. You discriminate, this was the correct words, the correct explanation, and it's not, you differentiate it from the incorrect explanation. So that's a discriminating awareness. Вот так в ходе слушания вы различающие осознавали, да?
правильно ли произнесены слова, правильно ли я их услышал, и это дело анализировали, и это один из его видов. And then thinking about it is to try to understand it. Следующая стадия размышления об этом — это попытки понять услышанное. We're not using the word analytical here. We're just thinking. Мы просто думаем, мы не используем слово аналитическая медитация. Right? So I'm thinking about, what does it mean, and at the end we will have two things: a correct understanding, so we discriminate between what it means and what it doesn't mean. Мы приходим в результате этого размышления, что же там звучало, к конкретному, к верному пониманию, что это было и что это не было. And we are convinced that it is true. И we have to discriminate between what's true and false. And I discriminate that this, true suffering and this teaching about, that it's possible to get rid of unawareness, that it's true. И приходим к пониманию, some crazy thing that Buddha made up to fool us. Что это было истинным, что вот это вот учение о возможности истинного пресечения и о том, что таковы причины страданий и таков путь, ведущий к его пресечению, что это истинно, что это действительно так, что это правда, а не какая-то там история, которую фантазия придумала Будда. Now, the meditation stage. Вот теперь стадия третья, медитация из этих. Is when we try to actually, the word that I use here is discern. We try to, so I, let's say impermanence. I understand that. So I understand. I heard, impermanence. What does that mean? Changes from moment to moment, etc., etc. And I understand that. And now I try to discern that. So I try to, easy language, see that. Mm-hmm. So I focus on something, and let's say the mood that I'm in a depression, and I discern, I see that is something that changes from moment to moment. It can't last. И в этой стадии медитации я теперь понял, да, например, возьмем непостоянство, да, что оно есть, оно таково, что это изменение от мгновения к мгновению, все, мы это на уровне ума разобрались. Теперь я хочу то, что в английском, вот глагол я люблю discern, да, рассмотреть, так сказать, выявить это там, да, узреть это там. И я, так сказать, беру, например, свое настроение, а сейчас я в депрессии, например, да, и я начинаю созерцать свою эту депрессию, пытаясь увидеть ее непостоянство, собственно, узреть его там. So use the example. Yeah, of your depression. Yeah. So you cognize that, the mood that I'm in, with the understanding that you have come to and the conviction through thinking. Итак, вы берете этот объект, свое состояние эмоциональное, и направляете на него когнитивный аппарат вот этого понимания, которое достигли посредством слушания и осмысления. So with the discerning meditation, that's what is actually called analytical meditation. И вот посредством аналитической медитации, это и есть медитация вот этого узревания там. You try to actively discern with that understanding all the details. Вы пытаетесь всячески узреть, активно различить вот эти детали в обозреваемом объекте. And then, so-called fixating meditation or stabilizing meditation, you stabilize that understanding. И затем медитацией фиксации или стабилизирующей медитации вы, так сказать, утверждаете, укрепляете обретенное понимание. Стабилизируете. So stabilizing is like in the direction of shamatha, just with a general understanding, staying focused on it. And the discerning or analytical is more in the direction of vipassana, to see all the details. И стабилизирующая медитация, она больше относится к категории шаматхи, да, удовлетворенного пребывания, общего некого, фиксации общей некой идеи, так сказать, и пребывания на ней, тогда как развлечение деталей, и вот то, что до этого описывалось, больше относится к сфере випашьяны или различающего знания. So it's analytical in the sense that it's trying to discern from this angle, from that angle, all the different ways of understanding something, all the details. Взглянуть на объект и различить его с каждой из этих сторон. So, in our general language, often we call the thinking process also analytical because that's when we're trying to just understand it. So the differences between when we're trying to understand it and when we already have understood it. И the difference between thinking and meditating. Мы также часто используем
в быту понятие аналитическая медитация, ну или анализирование, применяя его просто к мышлению. Когда мы думаем, мы говорим, что мы анализируем. That's why I don't like to use that word analyze, because our word analyze actually covers both those areas. Я не люблю поэтому использовать здесь термин аналитическое, потому что в нашем понимании аналитическое использует оба, относится к обоим процессам здесь присутствующим. So when we're trying to understand it in that thinking aspect, когда мы пытаемся понять вот в этом аспекте мышления, then debate is very, very useful. Тогда вот то, что вы сказали, дебаты, да, философские дискутирования является очень-очень полезным моментом. So, because somebody else is going to challenge our understanding much more persistently and strongly than we'll ever challenge it ourselves. Другой будет гораздо более успешно и упорно ставить под сомнение наши какие-то убеждения и понимания, чем мы когда-либо сможем сделать это сами. Поэтому очень удобно иметь партнера по дебату. The whole aim of debate is that you present a certain position and then you have to defend it. И вся цель философских дебатов состоит в том, что вы формулируете некую позицию, затем пытаетесь ее отстоять, защитить, посмотреть, устоит ли она. And your opponent tries to make you contradict yourself. А ваш оппонент стремится привести вас к внутреннему противоречию, чтобы вы начали сами противоречить себе и, так сказать, дезавуировать вашу позицию. In that process of the dialogue, you overcome any fuzzy understanding, any indecisiveness, and so on. И в процессе такого диалога, диспута, вы шлифуете, так сказать, устраняете все возможные какие-то смутные места, слабые места в своей теории, в своем понимании, в своей позиции. So at the end of long process of debating, then you're absolutely convinced that now I understand it correctly and decisively. И в конце длинной такой изнуряющей сессии дебатов вы совершенно уверены, что отстояли свою позицию, непоколебимы в ней, и вас уже, так сказать, никакое сомнение из нее не выбросит. Then you can actually be confident that you're meditating on the correct thing. Otherwise you could be meditating on something which is an incorrect understanding. И тогда можете быть уже уверены, что медитируете на верной позиции, на верном объекте, иначе вы можете запросто начать медитировать на чем-то ложном, а зачем? And if you're not sure that your understanding is correct, then also your meditation won't be very stable. И если вы не уверены, что позиция ваша корректна, что понимание ваше верно, тогда и медитация ведь будет не очень-то стабильной по определению. So just talking about it to yourself is not quite the same as debating with somebody else. Поэтому внутренние проговоры вот этого, так сказать, дискуссия с самим собой, это не совсем такое занятие эффективное, как дебаты с другими. Although sometimes just trying to put your understanding into words can be very helpful to clarify things, especially if you write it down and then look at it again. Хотя порой сама попытка вербализации собственной какой-то позиции, да, философской, например, проговорить это или записать это на бумаге, уже устраняет массу сомнений и проясняет ваше понимание. Okay, so one last question, then we'll take a Один break. вопрос, а потом прервемся. Мы говорили о вдохновении людей, страдании о занятии шаманским учеником, да? И на первом уровне это пресекает экстремальную форму деятельности. Было. А вторая часть избавления, то есть это же союз, который ведет к пресечению, как сказать, вместе рожденного людей. Да? Знаешь, там для первого, по-моему, там достаточно было отречения, там любовь отвечит, это, по-моему, не надо. Все-таки вот этот союз шаманский, да? На первом уровне он ведет к пресечению доктринальной формы невидимости, да? А второй вместе рожденный. А вот второй уровень, он для того, чтобы вот это вот вместе рожденное невежество ушло, оно за счет вот наработки заслуг вот в этом состоянии, да, вот, не концептуально, да, и то есть за счет чего, то есть вот именно за счет наработки этих заслуг, то есть практика там, 6 практики, вот, уже в этом состоянии, да, и немножко подробнее, что же такое вот, микророжденный мир. It's not clear that you mentioned with mind of renunciation and with the understanding of emptiness. First, we reach the
elimination of indoctrinated, doctrinally based ignorance. Then, by progressing along the path, we clarified the co-born, how you call them? Yeah, the automatically arising ignorance. So, what exactly the difference between these two, and what's the additional factor that allows us to eliminate on top of the first one, eliminate the second one? That wasn't clear. The doctrinally based unawareness or incorrect belief. Ложные верования, да, иными словами, или индоктринированное вот это неведение, is something that we had to be taught. Это то, чему надо быть наученным. And that it is something that also we have to believe. И также в это надо верить, поверить в это. So there are different levels of this. У нее различные уровни. If we take the very ordinary level, если возьмем очень простой уровень, not the prasangika level, because that's a little bit more complicated. Не прасангика мадхьями. Describe it from the non-prasangika point of view, so they don't get the idea. Это очень сложно. Давайте мы с не прасангики опишем, для идеи нам достаточно. This would be a belief in terms of the self that I exist. You know, I have a soul, which is an Atman, and it never changes, and it is partless, and it can be liberated into a state in which it's completely independent with no body and no mind. Ну, это, например, вера в то, что есть некое такое «я» самосущее, что это душа или атман, которое существует независимо, которое не состоит из частей, то есть оно унитарно и неделимо, и что оно может достичь некого состояния освобождения и полной автономии, где не будет обладать ни телом, ни умом, и, там, так сказать, пребывать в каком-то счастье. Ну, вот, например, такая доктрина. So you wouldn't think of yourself like that unless somebody taught you that you are actually a soul that could be liberated into moksha, and then you have, you know, no body, no mind, you know, never change. Somebody would have to teach you that, either in a previous lifetime or this lifetime, for you to believe that. Вряд ли вы бы стали думать о себе такое, да, в здравом уме, если бы вас кто-то не научил этому в этой ли жизни, в прошлой ли, да, что вот вы такая бессмертная душа, которая может вознестись в эту мокшу и там пребывать так-то и так-то. Это надо внушить. And then you think that it's this Atman that is suffering, and this Atman that has the confusion, and this Atman that can be freed with correct understanding. You think of these four noble truths in terms of that type of me, that type of Atman. И вы начинаете прилагать 4 благородные истины к этому атману, что вот он, этот атман, имеющий причины страдания, подверженный им, страдающий так-то и так-то, могущий пройти по пути и достичь освобождения финального в мокше, этот атман. Right, so if I get a correct understanding, I'll just exist as, you know, who knows what, you know, no body, no mind, transcendent in some sort of realm. Если я достигну... That's doctrinally based. Then you realize that this is complete nonsense. Если я достигну конца пути, пройду этот путь, да, преуспею, то я освобожусь в этом каком-то аморфном состоянии, без тела ума, и буду там вечно счастливо пребывать. Вот это такое индоктринированное неведение, которое, так сказать, никак не соответствует действительности. You know, the self changes from moment to moment to moment, and is always with a body and mind. И я меняется от мгновения к мгновению и никогда не разлучена с телом и умом для начала. But automatically arising unawareness in terms of the self is to think that I can know the self without simultaneously knowing something that it's imputed on. That the self is self-sufficiently knowable. That the self is self-sufficient. That's the belief, yeah? That's the ignorance, the misunderstanding. А неведение же, ну, вместе рожденное, или как мы его называем, автоматически возникшее, как вот буквально Алекс его называет, оно звучит примерно так, можно его выразить так, что мы верим
в то, и для этого индоктринирования не нужно ничего читать или усваивать, да, что есть некое «я», о котором можно помыслить, которое можно представить себе, независимо от объектов обозначения, а именно основ обозначения, а именно тела и потока сознания. So I look over there, Я смотрю вот туда, and what do I see? что я вижу? Seems to me Мне кажется, that I see Andre. что я вижу Андрея. Doesn't seem, but actually what I'm seeing что я вижу is на a самом- body, and imputed on that body is Andre. Что я вижу на самом деле? Я вижу тело и, так сказать, обозначенное поверх этого тела Андрей. But what am I distinguishing? Now we get into our mental factors. What am I distinguishing here? А теперь, что я различаю здесь? И мы уже переходим в ментальные факторы развлечения. I'm only distinguishing Andre. I'm not distinguishing the body. Все, что я различаю, это Андрея. Я не различаю тело. And therefore, I think that I'm seeing Andre by itself. Поэтому And it just, I'm unaware that I'm seeing a body with Andre imputed on it. Поэтому я думаю, что вижу вот Андрея целиком. Вот я Андрея вижу, а не тело. Я не думаю в терминах, что я вижу тело, а поверх него я обозначаю Андрея. Я иначе воспринимаю. My favorite example that I always use, which I think is easy to understand or easier to understand, is when we have this attitude, I want you to love me for myself. Just for me. Not for my body, not for my money, not for my mind, my intellect. Just love me for me. As if you could love a me without it being imputed on something. Я люблю очень пример приводить, когда вот люди высказывают такое, так сказать, пожелание кому-то другому. Я хочу, чтобы ты любил меня за то, что я есть, или меня такого, какой я есть. Не за мое тело, не за мой ум, не за что-то еще там, а вот меня. И вот что они под этим понимают, это очень легко вычленить, да, меня. Pay attention to me. Me. Here I am. Мне внимание удели, вот он я, мне. Not pay attention to the sound of a voice on which me is imputed. Не звуку голоса, поверх которого обозначено это я, а мне. Not pay attention to a body on which me is imputed. Не телу, на котором это я опять же обозначается. Just pay attention to me. А именно мне. And that me is the one that is suffering and, wants to get liberated. Это то я, которое страдает и хочет быть освобожден. Not a me imputed on a body. Не я, обозначенная поверх тела моего. Вот такая вера, естественно, автоматически возникает в любой момент нашего бытия. Она с нами, такая сурожденная, вместе рожденная, да? Thinking of ourselves like that is what we have all the time. It automatically arises. Nobody had to teach us that. Вот думать о себе так, это и есть вместе рожденное неведение. И этому нас никто не обязан учить, оно есть у нас само. Why? Почему? Because we are faulty distinguishing. В силу ложного, ошибочного развлечения. We're only distinguishing Andre. Мы только различаем здесь Андрея. Also the body on which Andre is imputed. We're only paying attention to what we're distinguishing, the Andre. We're not paying attention to the body, even though we see it. Мы видим тело, но мы предпочитаем тело не различать, а мы видим сразу Андрея. Не как тело, поверх которого обозначен Андрей, а как Андрей. И вот такой выбор такого развлечения есть. So when we have an understanding of all these mental factors, it helps us to analyze quite clearly what is the fault in our cognition. И когда мы имеем понимание вот этих всех ментальных факторов, только что описанных, мы видим процесс этого ошибочного развлечения, как это происходит. All these mental factors are functioning. It's just that they're not functioning correctly. И ментальные факторы, они постоянно функционируют. Это не вопрос, но вопрос, а корректно ли они функционируют? Нет, они ошибаются. And the second part was what's the additional factor that the additional factor to get rid of the automatically arising disturbing emotions or awareness is more positive force. Больше позитивной вот этой энергии, да, это то, что добивается, так сказать, вторую преграду. With that, the whole frame of mind that is with it, the unlabored bodhicitta, shamatha, vipassana, etc. Бодхичитта, шамата, випашшана и все остальное, весь этот ментальный набор, да, это тоже присутствует, и плюс дополнительная накачка этой вот позитивной силы. So, as I said, it gets down to almost an understanding of physics. По сути, сводится это к пониманию физики, да?
that this correct understanding has to have even more strength in order to overcome that inertia of the beginningless automatically arising unawareness. Поскольку она, как сказать, вместе рожденное неведение, оно безначально, соответственно, инерция ее, да, вот эта вот инерция или сила ее еще больше, то чтобы ее преодолеть, надо накачать еще большей силой вот этот вот пакет ментальный, этих позитивных всех факторов, который сможет ее разрушить и обратить вспять, поскольку у нее, сила, инерция больше. Это практически физически вот такой вот закономерность. So, again, it's whatever education that we've had, if we've studied physics, if we've studied geometry and these sort of things, you apply it to try to understand what we're talking about. And really it comes down to almost physics. We're talking about what kind of force will overcome some other kind of force. И каким бы ни было наше образование, если это естественно научное образование, например, физика, мы можем привлекать оттуда какие-то метафоры, схемы познания, которые могут помогать нам описать в них эту картину и как-то ее лучше воспринять, постичь. How do you stop a ball rolling down a hill? Как вы остановите шар, катящийся вниз по склону? Физика. Yeah, physics. And you don't just put up something because, what you put up that something could fall away and then it continues to roll down. So how do you get it so that it'll never roll down? So it's, that helps us to understand what we're dealing with. Вы не останавливаете его просто каким-то препятствием вот таким, да, он может его сшибить и полететь дальше. Вы рассчитываете, как-то планируете эти действия для того, чтобы ситуацию изменить уже радикально и необратимо. Okay. Физика помогает. So, let's take a 10-minute break. Давайте 10 минут перерыва и вернемся.